Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Спасибо большое, что вы смотрите и комментируете мое видео. У всех у нас на слуху модели самолетов Boeing 737, 747, 757, 767 и большой 777. Но есть еще один маленький 717, на котором у меня сегодня будет полет. Давайте посмотрим. Самолет появился в линейке Boeing почти случайно, и он потомок легендарного DC-9 компании McDonnell Douglas. Все по порядку, расскажу попозже. Ради этого полета пришлось идти на небольшие жертвы. Раннее утро, центр Чикаго, вылет из аэропорта О'Хара. Так как получила Дельта сообщение о задержке вылета, торопиться некуда. Google карты показывают, можно добраться за 1:10 на общественном транспорте. Сначала до голубой ветки метро нужно проехать несколько остановок на автобусе. Оплачиваю бесконтактным способом, захожу и думаю, а не занять ли мне самое последнее место. С утра немного людей, и все-таки попался один беспокойный пассажир, который как будто от кого-то убегал на автобусе. Выхожу на пересечении улиц Чикаго и Милуоки. Здесь же вход в метро. В 6 утра в метро пусто и немного жутковато. Прохожу также через бесконтактную систему, и мне засчитывается как трансфер. Станция компактная, никакой монументальности, скорее всего пользуется популярностью у тех, кто едет в аэропорт из-за множества указателей. Поезд приехал через пару минут. Классический алюминиевый, громкий и гофрированный состав. Обожаю. В Чикаго всего 2 ветки метро работают круглосуточно, и это одна из них. Ночью интервалы доходят до 30 минут, а днем бывает как в Москве, каждые 2 минуты. Утренние поезда везут людей на утренние смены. У всех практически в руках кофе из Dunkin' или 7-Eleven, и обсуждают они друг с другом какие-то местные политические темы. За 2 станции до конечной появляются бортпроводники, которые, скорее всего, или живут в отелях в этом районе, или паркуют автомобили. Аэропорт – конечная остановка. Выглядит как небольшой железнодорожный вокзал с тупиком. Никогда до этого не видел такого формата именно в метро. Всегда разворот поезда где-то там в туннеле. Станция находится под терминалом 2. Мне казалось, Дельта раньше летала отсюда, но, посмотрев на табло, увидел только рейсы авиакомпании United. Спросил у сотрудника, он сказал, нужен терминал 5, добраться до которого можно на внутреннем поезде, пешком никак. Иду на станцию. Сразу же прибывает небольшой 3-вагонный поезд, который обслуживает все терминалы, а также ближайшие парковки, прокат машин и автобусную остановку. Удобно, следующая остановка как раз мой терминал. Скорость хорошая, интересно наблюдать отражение в терминале. В пути минуты 3. За это время успеваем проехать и в туннеле, и рядом с рулежными дорожками, где попался грузовик Boeing 7478 авиакомпании Cargolux. Он направился в Люксембург. Время в полете заняло у него 7 часов. Захожу в 5-й терминал. Отсюда вылетает много международных рейсов. Где стойки Дельта, интересно. Расскажу про мой рейс и самолет. Согласно Flightradar 24, 717 прилетел вчера из города Миннеаполиса вовремя, но вылет с утра в Детройт задержан уже на 1,5 часа. И, конечно же, мой стыковочный рейс в Индианаполис сгорел. На стойке Дельты мне сразу же предложили пересесть на прямой рейс, который будет выполняться на CRJ, и тогда не было бы этого видео, так как на такой кривой через Детройт купил специально. Дали посадочный, а на второй предложили только лист ожидания аж на 3 часа дня, или точно есть подтвержденное место на вечер. Выбора нет, чего не сделаешь ради шанса полететь на редком Боинге. На контроле безопасности очередей не было, но агенты вели себя агрессивно. Возможно, еще не проснулись с утра. Дальше большой магазин Duty Free для тех, кто влетает за границу, и направляюсь в зону выходов на посадку Дельты. Стоит А220-300, он только что прилетел рейсом из Нью-Йорка, аэропорт Ла-Гвардия. У меня на канале есть видео с полетом на этом типе самолета в Солт-Лейк-Сити. На другой стороне перрона 3-й терминал. Это царство авиакомпании American Airlines. Стоят вперемешку и широко, и узкофюзеляжники. Рулит Dreamliner 787-10 United. Он направляется на Гавайи, аэропорт города Гонолулу. Лететь ему аж 8 часов. Мой выход на посадку находится где-то в самом конце терминала, где никого нет. И здесь такая зона, откуда не видно происходящего на перроне. Вернусь-ка обратно. О'Хара гигантский, 8 полос, больше 260 операций в час. Что-то происходит каждую секунду. Целых 5 бортов United в одном ракурсе. Невозможно оторваться от окна. Направился в обратную сторону, откуда открывается вид на взлетно-посадочную полосу. Увидел старичка А319 United. Самолету в этом году исполнится 25 лет.
Взлетал Airbus A321 American Airlines рейсом в город Шарлотт, крупнейший город штата Северная Каролина. Выталкивались 737-800 авиакомпании Copa Airlines, который направился в город Панама-Сити, столицу государства Панама, где Панамский канал. За ним взлетал 737 Southwest Airlines в Даллас, штат Техас. Ливрея у самолета интересная, посвященная штату Мэриленд. Желто-черные квадраты и красно-белый крест. Не везет мне все-таки с Дельтой. Вспомнил про видео на канале полета из Сан-Хосе в Лас-Вегас. Тогда Дельта также задержала первый вылет, и мои планы были испорчены. Дельта сообщила, что посадка задерживается. Какая-то несогласованность получилась. В приложении на табло было написано про задержку, но на выходе на посадку, собственно, всех начали приглашать. В США широко распространены электронные посадочные. Они в смартфоне, и нужно просто приложить его к считывателю. Пока быстро расскажу еще одну интересность. Во время регистрации спросил у агента причину задержки, и он ответил: из-за того, что одному члену экипажа нужно еще время для отдыха, а другой пилот летит из Миннеаполиса самым ранним рейсом. В Америке совершенно нормально буквально прилетать на работу из другого города. Странный телетрап получился с одним лишним поворотом. Запутался. Уже виднеется вход в самолет. Где-то прочитал пилотскую шутку. 717 — это самый лучший Боинг, потому что Боинг его не проектировал. Самолет полностью из терминала не было видно, только такой обзор через небольшое окно. Красавец! Последний настоящий Макдоналд Дуглас. Авиационный терминатор, который никак не уйдет на пенсию. В Дельте его еще называют спорткаром авиакомпании за его легкость, компактность, скорость набора высоты и идеальность для ручного управления. В салоне никто не встречает. КВС о чем-то говорил со стюардессой. Сначала первый класс со схемой 2.2, потом эконом 2.3, как у нас в Суперджете. Обратите внимание на темноту, все иллюминаторы закрыты. У меня ряд в самом конце, хотел сделать комбо, и вид на двигатель, и крыло. Кресла, конечно, какие-то усталые, а шторки иллюминаторов страшновато выглядят. Давайте посмотрим на вид нашего с вами коротенького полета. Идеальный вид. Простите, сегодня будет еще одна американская пилотская шутка. Звучит она так: когда-нибудь мы отгоним все эти современные компьютерные и композитные Airbus в пустыню на хранение и вернемся обратно домой на таких аналоговых 717-х. Мимо рулит 737 MAX, который полетит в Нью-Йорк. Обратите внимание на его нос от старой ливреи. Как так получилось, интересно? Шаг-кресел нормальный, коленки не упираются. Есть две розетки. На панелях сверху индивидуальные обдувы и освещение. Панели выглядят более-менее современно. А между ними видны какие-то железные крепления и несколько, кажется, или губок, или каких-то резинок. А вот и столик. Он большой, но хлипкий и неустойчивый. Посадка пассажиров все еще не закончена. Каждую минуту заходит по одному новому человеку. Бортпроводники закрыли полки. Заметил, они обменивались друг с другом какими-то жестами. На перроне рулил Airbus A220-300 в Нью-Йорк. Обратите внимание, все иллюминаторы перед взлетом закрыты. Любят они такое. У нас же требуют все открывать на взлете и посадке. Уже время взлета, а мы еще ждем опоздавших. В кармашке была инструкция по безопасности и меню магазина на борту. Насколько помню, у Дельты все-таки есть какие-то бесплатные закуски в экономе. На связь КВС не выходил, а бортпроводники после супер короткой инструкции по безопасности, которая состояла практически из слов «выход там и там», маску нужно надеть на себя, а потом на ребенка и жилет под креслом, а все остальное прочитайте в инструкции. Сказали такую фразу: «Если хотите посетить туалет, сходите быстро прямо сейчас, так как в полете будет болтанка и рейс короткий». Нас отбуксировали от терминала. Минут 5 постояли, и начался запуск двигателей Rolls-Royce, которые были разработаны конкретно для этого типа самолета. Они имеют огромную тяговооруженность для своего размера, и пилоты шутят, что взлетает самолет с ними как ракетный DC-9. Мимо рулил Embraer E170 в ретро-ливрее American Airlines в город Каламазу, про который до этого никогда не слышал. Запустились, начали руление. 737 MAX United в ливрее, поглощенной ими авиакомпанией Continental. Он полетел в Тампу. Мы же прилично набрали скорость во время руления в сторону одной из 8 взлетно-посадочных полос аэропорта Охара. Будет небольшая очередь перед взлетом. Еще прочитал про двигатели, что они проектировались специально под строгие законы по шуму Калифорнии. И даже сейчас они не уступают в этих показателях популярным GE и Rolls-Royce.
Из ниоткуда появился малыш CRJ, который прилетел из штата Кентукки. Вдалеке, около международной части терминала, стоят порта Etihad и All Nippon Airways. Шум на взлете мне напомнил звуки Як-42. И обратите внимание, как резко прошел взлет. Время полета из Чикаго в Детройт будет 50 минут, хотя кажется, можно и быстрее, но самолет сначала летит на север. Мы пролетаем национальный аэропорт города Вокиган в 65 километрах от Чикаго и выше над берегом озера Мичиган. Красивые открываются виды, как будто это не озеро, а целое побережье океана. Замечаю на иллюминаторе с внешней стороны поцарапанное стекло. Такое же было на Airbus авиакомпании China Eastern, когда летал в Японию. Никакого сервиса не будет, и обещанной болтанки тоже нет. В темноте выхожу в проход в сторону туалета. А вы знали, какая еще есть параллель с Як-42? У 717-го тоже есть хвостовой трап, но его практически не используют. Туалет компактный, но развернуться можно. Чисто и без запахов. На выходе обратил внимание, напротив кабина не работает, огорожена лентами. На борту их 3, еще одна в начале салона за пилотами. Высота потолка отличная, удобно стоять во весь рост. На борту, сказали, был доступ во внутреннюю сеть медиаконтента и интернет. Несколько раз пытался подключиться и не смог. Самолет начал снижение, как только пролетели другой берег озера Мичиган. Вышел на связь КВС, сказал про посадку через 15 минут и про 10-минутное руление до нужной стоянки. На крыле начали активно работать спойлеры. Обратил внимание на сложную конфигурацию плоскостей крыла с дополнительными подвижными зонами и механизмами. На табличке сверху написано: при приводнении вы можете использовать подушку кресла как спасательный круг. Под крылом начались пригороды Детройта. Уровень отклонения закрылок на этом типе был каким-то максимальным, а скорость на посадке не очень высокой, на субъективный взгляд. В интернете после полета посмотрел, в среднем скорость на посадке варьируется от 120 до 135 узлов, не настолько уж и меньше популярных 320-х и 737-х. В Детройте одна из баз американского лоукостера Spirit Airlines по типу нашей авиакомпании «Победа». Так еще и не получилось у меня с ними полететь. Останавливаемся перед полосой, чтобы пропустить Airbus A321 Дельтой, который полетел в Тампу. Дальше разминаемся с дельтовским CRJ, который полетел рейсом в столицу штата город Лансинг. Расстояние от Детройта около 150 километров. Время в полете у него получилось 18 минут. За зданием рулит брат моего самолета, такой же Boeing 717-200. Детройт – основной хаб Дельты по Среднему Западу и множество рейсов в Европу и даже в Азию. Наконец-то паркуют около терминала. Раскатывают шланг системы наружного кондиционирования. Он еще не наполнен воздухом. Из самолета еще не успели выйти пассажиры, а его уже начали готовить к следующему рейсу. Один из моих любимых моментов США – иногда после полета здесь можно заглянуть в кабину. Вау, какая она какая-то другая. Это еще философия Макдоналд Дуглас. Огромная панель сверху и множество физических переключателей и одновременно 6 дисплеев. А какие изящные штурвалы. Оказывается, второй пилот сегодня девушка. Мы пару минут поговорили, пилот сказала подождать и из папки достала 2 таких коллекционных карточки. Наверное, это для детей, но мне тоже нужно и круто. На борту самолета наклейка со всеми наградами авиакомпании. Вблизи кабина мне почему-то напоминает челнок «Шаттл». Что-то похожее есть.
Что с ними теперь делать? Начать собирать? Такие можно попросить после каждого рейса у пилотов? Кто знает. Выхожу, как всегда, в США сразу в чистую зону терминала и иду посмотреть на борт со стороны из-за невозможности это сделать в Чикаго. Самолету уже 24 года. С 2002 до 2014 летал в авиакомпании AirTran, а с 2015 в Дельте. В мире 717 эксплуатируют две авиакомпании – Дельта и Гавайские авиалинии, и по сообщениям планируют полностью вывести эти самолеты в ближайшие пару лет. Основная причина, почему они еще летают у Дельты, это задержка поставки А-220 из-за двигателей. Но есть ощущение, что этот самолет из старой школы Макдоналл Дуглас может еще пережить не один новый революционный композитный лайнер. У меня же есть следующий рейс. Иду к сервисной стойке авиакомпании спросить, как быть с местом. Она находится недалеко. Ого, тут внутренний поезд даже есть. Мне казалось, аэропорт Детройт небольшой. Сотрудники поддержки сказали следующее. Мой рейс без места на 3 отменен. Есть подтвержденное место на рейс на 7 вечера. Или через час есть еще один рейс, там мест нет, но могу пойти и попробовать постоять. Вдруг кто-нибудь не придет. Идти нужно туда. Показали рукой в зону Б и выдали 2 посадочных. На вечер с местом и на ближайший стендбай. Такое впечатление, аэропорт – отдельный город. Поезд был не просто так. Забыл сказать про стоимость билета. $154 за перелет из Чикаго в Индианаполис с пересадкой в Детройте. Куплен на сайте авиакомпании за неделю до вылета. Выход прилета из Чикаго и выход вылета в Индианаполис располагались в разных частях терминала. Нужный выход – Б-21. На стоянку только что зарулил Embraer 175, прилетевший как специально рейсом из Чикаго-Охара. И следующий полет у него планируется в Индианаполис. На выходе работает агент, которая будет заниматься в том числе и возможностью меня посадить. В листе ожидания 3 человека. Мой номер 3, последний. Она сказала, номер 1 и 2 – это сотрудники авиакомпании, и у них приоритет. И она видит задержку какого-то другого рейса, где 2 пассажира не успеют на эту стыковку. А по мне пока ничего. Девушка, обслуживающая на выходе рейс Дельты, вылетающего через час, сказала, у нее есть на борту 3 пилота Deadhead, но один из них, по ее мнению, не успеет прилететь вовремя в Детройт, и у меня есть шанс. Небольшое пояснение про слово Deadhead, которое можно перевести как «мертвая голова». Это пошло из железнодорожного прошлого, так называли локомотив, который возвращается на базу без вагонов. А в этой конкретной ситуации это пилоты, которые летят без работы. Началась посадка на рейс. Пассажиры все шли и шли. Такое впечатление, сегодня будет рейс на Boeing 777. Как может столько вместиться в маленький Embraer? Мне точно места не хватит. На перроне рулил красавец 757-200 Дельты, прилетевший из Атланты. И уже в самом-самом конце, готовясь закрыть дверь, агент меня позвала и сказала: «Вам повезло. Самолет с пилотом задержался на рулении, и вот вам место 10Б, которое оказалось в салоне занятым другими пилотами, и они попросили пересесть на другое. Шаг кресел маленький, но они комфортные. Рейс короткий, 45 минут. За мной закрыли двери, и через пару минут начали буксировку. Никаких объявлений не услышал. Также быстро провели инструкцию по безопасности». В этот момент у меня возникло ощущение, вокруг меня или пилоты, или стюардессы. Рядом сидел капитан, который работает в компании FedEx и базируется в Индианаполисе. Его зовут Брэндон. Он достал планшет и показал взлет и данные в приложении FallFlight со стороны, как его видит пилот. Мы проверили маршрут, все ограничения и нюансы. 40 минут от взлета до посадки прошли мгновенно. На посадке успел увидеть храм американского автоспорта, самый известный автодром мира – Индианаполис Мотор Спидвей. Брэндон рассказал, где мы срулили с полосы и куда сейчас направимся. И также показал, где сейчас стоит его самолет, на котором у него будет рейс куда-то на север через несколько часов. Схема салона самолета в экономе 2.2, а в первом классе 3 ряда со схемой 1.2. Выхожу в терминал, непонятно в какую сторону идти. Взгляну на перрон. Вижу огромный сортировочный центр FedEx, откуда они доставляют грузы по всему миру. Это один из их ключевых хабов. Компания заявляет готовность доставить груз практически в любую точку Америки на следующий день. Иду в сторону выхода. Город – мировая столица автоспорта, поэтому на пути встречается множество символов скорости. На улице начался дождь. В центре чистой зоны терминала находится большая площадь с фудкортом, как в торговом центре. Посередине установлена баскетбольная площадка, где идет какая-то игра.
Прочитал, в эти дни город принимал турнир женского чемпионата по баскетболу. Игроки классно развлекали пассажиров, а мне в сторону выхода на остановку общественного транспорта. И автобус выбрал не случайно. Во времена студенчества какое-то время жил в Индианаполисе и, помню, частенько приходил в аэропорт посмотреть на самолеты. Был еще старый терминал, его уже снесли. И тогда был автобус номер 8. Как и сейчас. Поездка в одну сторону стоила $1.25. За многие годы стоимость не сильно подорожала, но вайб остался тем же самым. Постоянные остановки и совершенно разный контингент пассажиров. Вышел в самом центре, так как в этом районе был отель. Решил немного пройтись пешком, но откуда ни возьмись, пошел ливень. Индианаполис для меня – город-калейдоскоп. В центре – концентрация истории, офисов и спортивных баров. Все это словно яркая и шумная обложка. Внутри – добрая и немного провинциальная Америка, где пятизвездочные отели мирно соседствуют с гуляющими птицами. Все здороваются, но по некоторым улицам все же ходить страшновато. Монументальные исторические и религиозные здания гармонично интегрированы в городские парки и часто замечаются лишь позже при просмотре отснятых кадров. Здесь все происходит неторопливо. Заглянул в библиотеку, в которой проводил много времени, готовился по предметам и одновременно пользовался бесплатным интернетом, изучая форум на Avia.ru и фотографии на Airliners.net. Сейчас у нее появился целый огромный новый корпус. А это дом, где жил на самом верхнем этаже. Северная Делавэр-стрит. Еще в Индианаполисе есть каналы, на которых плавают на гондолах, как в Венеции, иногда также и поют на всю округу. Вот такой город. Дорогие зрители и подписчики, спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, 717 вам тоже понравился. Один момент. Часто видел в комментариях вопрос по поводу телеграм-канала. Завел маленький, небольшой, делюсь своими мыслями. Если интересно, заходите.